Одна из самых ярких и любимых актрис турецкого экрана, Эльчин Сангу, внезапно исчезла. После головокружительного успеха в «Любви напрокат» ее ждали в каждом новом проекте, но она просто пропала. Без скандалов, без громких заявлений, без прощания. Говорили, что она устала, что ее вытеснили, что она не справилась с тем, что происходило за кадром. Но была ли в этом правда? Или все оказалось куда глубже? Почему она годами отказывалась возвращаться на экраны? Кто оказался рядом в самый трудный момент? И правда ли, что новый проект с Чагатаем Улусоем и ее попытка вернуть не только карьеру, но и саму себя? Мы собрали все ключевые факты, редкие кадры и свидетельства тех, кто знал ее ближе, чем фанаты. Смотрите до конца, самые неожиданные детали всплывают именно там. И вы точно увидите Эльчин Сангу с совершенно новой стороны. Она покорила сердце миллионов, стала символом романтики и женственности, но спустя всего несколько лет исчезла с экранов, тихо, без объяснений, словно растворилась. Эльчин Сангу – актриса, которую зрители во всем мире полюбили за роль Дифне в сериале «Любовь напрокат», внезапно ушла в тень. Ни новых интервью, ни громких проектов, ни участия в телешоу. Поклонники задавались вопросом, что случилось с той самой яркой, искренней, харизматичной женщиной, которая буквально светилась в каждом кадре. За границей о ней стали забывать. И даже в родной Турции ее имя все реже появлялось в заголовках. Но было ли это действительно исчезновение? Или Эльчин просто сделала шаг назад, чтобы сохранить себя? Чтобы понять, что стоит за этим молчанием, нужно вернуться в самое начало, к истокам ее пути. Потому что именно там, среди улиц солнечного Измира и первых нот оперных арий, началась история, которая однажды подарит нам одну из самых узнаваемых актрис турецкого экрана. Родившаяся в Измире, городе на берегу Эгейского моря, Эльчин Сангу с детства жила в атмосфере, где искусство воспринималось не как роскошь, а как часть жизни. Ее окружали культура, музыка, книги, и все это постепенно формировало внутренний мир будущей актрисы. У нее была та самая природная утонченность, которая не требует доказательств, светлая кожа, яркие глаза, черкесские корни – все в ней сочеталось необычно и запоминающе. Но прежде чем зрители увидели ее на экране, Эльчин выбрала сцену совсем иного рода. Она поступила в университет Мерсина на факультет оперы. Именно там началась ее профессиональная подготовка, занятия вокалом, сценическим движением, постановкой голоса. Музыка стала для нее первой формой выражения себя. И хотя позже она изменит направление, этот опыт оставит в ней тонкость восприятия, которой будут проникнуты ее будущие роли. Позже она переезжает в Стамбул и делает первый поворот в сторону актерства. Уже тогда становится понятно, это не просто интерес, это интуитивное движение к своему призванию. Эльчин начинает учиться актерскому мастерству в театральных студиях, впитывая все новое и пробуя себя в разных сценических форматах. И именно в этот период ее замечают продюсеры. Впереди был первый проект, в котором ее имя прозвучит по-настоящему. Ее первый настоящий экранный шаг случился в 2011 году. Именно тогда Эльчин Сангу появилась в драматическом сериале «Бесценное время». История, основанная на реальных событиях, моментально стала популярной, а сама лента – трамплином для целого поколения молодых актеров. Роль Джале, которую сыграла Эльчин, не была центральной, но оказалась точной. Ее героиня запомнилась зрителю не только благодаря яркой внешности актрисы, но и благодаря тому, как тонко она передала характер персонажа. Даже при ограниченном экранном времени ее игру выделяли критики. Это была не просто удачная эпизодическая работа, это был звоночек, на экране появилась актриса с большим будущим. С этого момента имя Эльчин Сангу все чаще стало мелькать в обсуждениях турецких телезрителей. Режиссеры начали видеть в ней турецкую актрису, которая способна не играть, а чувствовать сцену. Пусть это было только начало, но именно с него началось ее медленное, но уверенное восхождение. Пока что в пределах Турции, но уже с потенциалом, который позже узнает весь мир.
Настоящий прорыв в карьере Эльчин Сангу произошел в 2015 году, когда на экраны вышел сериал, который навсегда изменил ее жизнь «Любовь напрокат». В этой романтической комедии она сыграла главную роль Дифне, простую, упрямую, искреннюю девушку, чья внутренняя сила, обаяние и естественность мгновенно сделали ее любимицей публики. Зрители не просто полюбили этот образ, они поверили в него. Эльчин не играла, она как будто жила в кадре. Сцены, в которых она плакала, смеялась или злилась, не казались постановкой. Ее мимика, голос, реакции – все было настолько органично, что тысячи зрителей видели в Дифне не героиню, а настоящую девушку, знакомую и родную. Особенно ярко заиграл экранный дуэт с Барышем Мардучем. Их взаимодействие стало настоящей химией, и не только по мнению зрителей, пара получила престижную премию «Золотая бабочка» в номинации «Лучшая экранная пара». Сцены с их участием пересматривали сотни раз, мемы разлетались по соцсетям, а фандом вырос в международное сообщество. Сериал транслировался в десятках стран, включая Европу, Ближний Восток, Азию. Эльчин Сангу стали узнавать на улицах, ее образы публиковали модные журналы, а каждый ее выход сопровождался вспышками камер. Она стала не просто актрисой, она стала символом женственности, легкости и настоящей турецкой романтики. После головокружительного успеха «Любви напрокат» все ждали, что Эльчин Сангу вот-вот представит новый масштабный проект, может быть, даже ярче предыдущего. Казалось, ее карьера только начинается, и впереди будет череда громких премьер, международных предложений и новых признаний. Но реальность оказалась намного сложнее. В последующие годы Эльчин действительно продолжала работать, участвовала в новых сериалах, снималась в кино, появлялась в рекламе, но ни один из проектов не смог приблизиться к резонансу, который вызвала «Любовь напрокат». Фильмы «Время счастья» и «9 раз Лейла», сериалы «Бессмертные», «Столкновение», «Лжецы» и «Их свечи» – все это были попытки сохранить интерес публики. В некоторых проектах она играла сильные драматические роли, в других пробовала жанровые эксперименты. Но либо сценарии не срабатывали, либо зрители ждали от нее совсем другого. При этом многие из этих работ даже не выходили за пределы Турции. Аудитория, которая так полюбила Эльчин во всем мире, просто не видела этих проектов. В международной медиасреде имя актрисы начало звучать все тише. И даже те, кто следил за ее карьерой с момента успеха «Любви напрокат», начали задаваться вопросом, куда она делась. С каждым годом Эльчин Сангу все реже появлялась в международной повестке. Даже несмотря на то, что в Турции она продолжала активно сниматься, публика за пределами страны словно теряла с ней связь. Проекты, в которых она участвовала, не получали широкой дистрибуции, а рейтинг и продолжительность многих из них не позволяли им стать громкими премьерами. Сериал «Бессмертные», например, стал экспериментом: мрачная атмосфера, необычный сюжет, жанровая смесь фэнтези и триллера. Это был смелый шаг, но он не получил той отдачи, на которую рассчитывали авторы. «Столкновение» с крупным кастом тоже не смог пробиться за рамки локального успеха. А «Лжецы» и «Их свечи» и вовсе был закрыт досрочно, не выдержав конкуренции. Поклонники, особенно за границей, все чаще замечали, новостей о ней все меньше. Интервью – редкость, премьеры – локальные, красные дорожки – почти без нее. И тогда начались слухи. Кто-то говорил, что Эльчин решила уйти из профессии. Кто-то предполагал, что она устала от давления индустрии. А кто-то просто скучал. Потому что на экране действительно стало меньше той самой Эльчин, которую запомнили яркой, живой, чувственной. На фоне творческой паузы появилось то, что всегда приходит в отсутствие ясности – домыслы. Кто-то утверждал, что Эльчин Сангу просто разочаровалась в индустрии. Другие были уверены, она потеряла мотивацию после того, как ни один проект не смог повторить успех «Любви напрокат». Третьи же говорили, что она сознательно ушла из поля зрения, чтобы сохранить свое эмоциональное равновесие. Дополнительную интригу добавило и то, что актриса почти перестала вести социальные сети. Посты стали редкими, сторис – спонтанными, а интервью – единичными. Для многих это стало сигналом,
она уходит в себя. И, возможно, ищет не новую роль, а новый смысл. Однако, несмотря на кажущееся затишье, было видно, Эль Чин не распрощалась с профессией. Она не исчезла окончательно. Просто перестала гнаться за шумом. Она продолжала соглашаться на сценарии, где могла быть собой, даже если это не был большой рейтинг. Даже если за это никто не даст награду. Внутри страны она все еще оставалась значимой актрисой. Ее уважают в индустрии, с ней хотят работать. Просто она больше не стремилась быть везде и сразу. И, как показало время, это было не исчезновение, а молчаливое ожидание правильного момента. И вот, в 2024 году, когда публика почти перестала надеяться на возвращение Эль Чин Сангу в центр внимания, прозвучала новость, которая встряхнула поклонников. Актриса возвращается на экраны в новом проекте, и не с кем-нибудь, а с Чагатаем Улусоем, одним из самых востребованных актеров Турции. Их совместная работа – это фильм под названием «Усыпляющий». По предварительной информации, это будет психологическая драма с элементами триллера. История обещает быть не простой, многослойной, а персонаж Эль Чин – глубоким, эмоционально насыщенным и, возможно, самым зрелым в ее карьере. Проект уже вызвал интерес как среди критиков, так и среди зрителей, даже несмотря на то, что он еще не вышел. Поклонники уверены, если Эль Чин выбрала этот сценарий, значит, в нем есть то, что действительно ее зацепило. Она никогда не была актрисой, работающей на автомате. Каждая ее роль – это личное переживание, пропущенное через себя. Именно поэтому ее возвращение сейчас воспринимается не как случайный выбор, а как осознанное решение. Как попытка начать новую главу, но уже на своих условиях. Без суеты, без гонки за рейтингами. Просто, честно и по-настоящему. Пока ее карьера переживала взлеты и периоды тишины, личная жизнь Эль Чин Сангу оставалась удивительно стабильной. Уже много лет она находится в отношениях с Юнусом Аздыканом, архитектором, человеком, далеким от шоу-бизнеса и публичности. Их пара – одна из самых закрытых в турецкой медиасреде и, возможно, именно поэтому такой крепкой. Их история началась задолго до громкой славы. Юнус никогда не сопровождал Эль Чин на красных дорожках, не давал интервью и не появлялся в ее Инстаграм. Он был рядом, но не на виду. И это, по мнению многих, стало важной опорой для актрисы в моменты, когда ее жизнь круто менялась. Когда пресса пыталась найти признаки разрыва, пара просто молчала. Ни подтверждений, ни опровержений, только редкие случайные кадры, сделанные папарацци. Зато те, кто знал Эль Чин ближе, отмечали, она стала более спокойной, уравновешенной и внутренне собранной. А такие изменения, как правило, происходят тогда, когда за кадром надежность и поддержка. Пока ее коллеги обсуждали в медиа каждую ссору или новое увлечение, Эль Чин жила иначе. Вне камер, без громких заголовков и спешки. И, возможно, именно такая личная жизнь, не шоу, а тихий, честный выбор, позволила ей остаться собой, даже когда все вокруг требовало превращаться в звезду. Сегодня Эль Чин Сангу живет в Стамбуле. Она не спешит возвращаться на телевидение любой ценой, не участвует в бесконечных рекламных кампаниях и все реже появляется на светских мероприятиях. Но это не отдаление от профессии, это осознанное переформатирование. Она ищет роли, которые будут говорить. Не громко, а точно. Не массово, а по-настоящему. Новый фильм с Чагатаем Улусоем может стать ее возвращением не только на экраны, но и в сердце тех, кто ждал. Не потому, что она снова станет обложкой, а потому, что ее героиня снова заставит зрителя почувствовать, задуматься, пережить вместе с ней. И именно этим Эль Чин всегда отличалась от других, умением быть живой, настоящей, глубокой. Она ушла не навсегда, она просто ушла в тень, чтобы однажды вернуться с тем, что действительно важно. А ее молчание все это время говорило больше, чем тысячи заголовков. Спасибо за просмотр. Если вы тоже скучали по Эль Чин Сангу, поддержите это видео лайком. Обязательно подпишитесь на канал «Любовь и мечты». А в комментариях напишите, какой ее образ стал для вас самым близким.
Ваши слова важны, ведь именно вы вдохновляете нас рассказывать такие истории. До встречи в следующем выпуске.